С 8 марта. Как вы уже поняли, дело было 8 марта. Речь пойдет о девушке по имени Светлана. Эта девушка отличалась своей наглостью, легко разбивала парней, а в один прекрасный день нагадила своей лучшей подруге прямо перед праздником. Дарья, так звали ее подругу, звонила вся в слезах, ссылаясь на дружбу. А после Светиной фразы, сказанной так иронично: «Ой, все равно он от тебя ушел бы ко мне сейчас лучше, чем потом», Даша ответила такую интересную вещь: «В самый любимый для тебя день ты пожалеешь, одумайся». «Ой, пошла ты, подруга, всего хорошего». С этими словами Света повесила трубку. С самой ночи день не заладился. Светлана покойно спала, пока ее не разбудил мобильный телефон. Звонили с неизвестного номера. Светлана открыла глаза, посмотрела на часы. Было 2 часа 36 минут. «Эй, кто там звонит?» С этими словами она сбросила вызов и продолжила дальше спать. Через минуту позвонила еще раз. На этот раз она взяла телефон и провела слева направо по экрану своего 5S. «Алло!» – сонным голосом сказала она. «Сегодня ты умрешь, я иду с тобой, сучка!» – послушался голос в ответ. «Пошел ты, урод!» С этими словами Света бросила трубку и перевела телефон в автономный режим. «Юморист хренов!» – сказала она и снова улеглась поудобнее в своей кровати. Зазвонил домашний. Девушка лежала и не реагировала. После 15 минут телефонного терроризма она встала с постели, подошла к стационарному и взяла трубку. «Что вы звоните? Время видели? Время идет, скоро ты умрешь. Я рядом». С этими словами звонивший ей террорист повесил трубку. Светлана подумала, что это очередная шутка молодого человека, которого он отвергал. Вдруг позвонили в дверь, тут и ее злобу сменил страх. Она начала думать, а вдруг это правда? Звонки в дверь продолжались. Испуганная девушка пыталась схватить домашний телефон, чтобы позвонить в полицию, и нажала на кнопку вызова в тот момент, когда зазвонил телефон. «Посмотри в глазок, там сюрприз», — послышался голос молодого человека, которого она отбила ударе. «Вот придурок Саша, напугал». После этих слов она повесила трубку и побежала открывать дверь. После щелчка щеколды она начала поворачивать ручку, чтобы открыть дверь, и одновременно с этим заглянула от любопытства в глазок. То, что она увидела, повергло ее в шок. На лестничной площадке стоял человек в черном костюме. В одной руке он держал здоровенный кухонный нож для мяса, лезвие которого было в крови, а в другой его руке была голова Саши. Девушка заплакала, с трудом удержав крик, а убийца уронил голову на пол и попытался схватиться за дверную ручку, чтобы открыть дверь. К счастью для девушки, она успела повернуть щеколду обратно, не дав маньяку проникнуть внутрь. Светлана выглянула в глазок еще раз. Маньяк стоял перед дверью и смотрел стеклянными глазами, как у куклы. В тот же глазок, так, словно он видит Свету. Лицо его было бледным, а рот был перемазан свежей кровью. Он был одет в черный костюм, белую рубашку, запачканную кровью. Верхняя пуговица, которая была расстегнута. «Я тебя вижу, с 8 марта, сучка», – злорадно сказал, после чего начала биться в дверь и дергать за ручку. Света очень испугалась, побежала на кухню, взяла кухонный нож, затем забежала в комнату и забиралась изнутри. Недолго думая, она взяла домашний телефон и позвонила в полицию. «Алло, полиция, меня хотят убить», – захлебываясь слезами, начала девушка. С 8 марта, сучка, 9 лет. Страха Светлана уронила телефонную трубку. Девушка села на кровать и стала смотреть на дверь в ожидании нападения. Слезы бежали по ее щекам. Постепенно шум от ударов по выходной двери прекратился. Девушка начала успокаиваться, затем уснула.